Всем привет, друзья! И вы спросите, что заставило меня в воскресенье, когда многие люди готовы отдыхать, все равно ехать в гараж. По этой холодрыге, те, кто подписаны на мой инстаграм, видели, как у меня по такому морозу даже стаканы лопаются. В общем, что меня заставило сегодня ехать? Дело в том, что заставил страх. Ну нахер. Страх в данном случае, он побудил меня ехать, потому что страх не только ограничивает, насколько вы знаете, но иногда является очень сильной побуждающей силой. Вот в данный момент это является для меня крайне побуждающей силой, потому что я посидел, подумал, прикинул, сколько сил было потрачено в этом году, чтобы начать переваривать Мерседес. Сколько было потрачено не только в финансах, мы с вами собирали деньги. Я попал в 2 аварии из-за этого Мерседеса. Один раз, когда я ехал сварочный аппарат покупать, второй раз, когда я ехал забирать железо. Куча и финансовых, и моральных, и взаимоотношения с людьми, и куча инструмента куплена за деньги, которые можно было потратить на себя. В общем, очень много сил было потрачено, чтобы это свершилось. Плюс мы еще подготовили гараж. Я неделю готовил гараж для переварки, то есть полностью провели дополнительный свет. Плюс полностью сделали нормальную сеть, потому что когда я приехал в тот гараж, в котором мы чинимся, то там не было возможности вообще даже машину загнать. Он был полностью захламлен. Там было 2 лампочки Ильича, и максимум, что там можно было потерять зрение, то есть там было ужас. Сейчас же гараж полностью пригоден, то есть нормальный свет. Конечно, не идеален, но глаза уже не напрягаются, то есть ты, в принципе, все видишь. И представьте, ты подготовил все, вот все, у тебя все есть. Ты купил то, чем резать, то, чем варить, что варить. Ты купил двухкомпонентные грунты, там различные мастики и так далее. Вот у тебя есть все. Представь, у тебя есть все. Но у тебя появляется какой-то страх. Страх, а что будет? А что, если ничего не получится? А ты же никогда это не делал? И так далее и тому подобное. И вот у меня как раз таки посетил такой страх. Сделать последний решающий шаг и именно начать вариться, понимаете? Начать делать эту работу. И этот страх почему-то он на меня оковывает. Я думаю, что многие люди сталкивались с этим, с каким-то неизвестностью. Вы как можно дальше оттягиваете именно этот момент и не едете делать, что назад дороги, ребята, нет. Такой багажник дырявый, через который вываливаются гаечные ключи и аккумуляторы. Неужели это не является самым страшным в этой машине? Я вам хочу сказать, как бы я сейчас хорошо, плохо не сделал, без опыта, но это будет намного лучше, нежели то, что есть сейчас. И мы с вами проверим, сможет ли человек без опыта заняться сварочными работами в отношении своей машины. Потому что многие говорили, не лезь, не делай, это бессмысленно, куча времени, куча сил, у тебя ничего не получится, сделаешь все плохо. Ну вот и проверим, ребята. Все проверим на своей шкуре. Тем не менее, сейчас я еду в гараж, и мы будем начинать переваривать наконец-то багажник. Я считаю, что смысла полностью багажник переваривать нет. Я считаю, что нужно из Мерседеса немножко сделать Жигули, то, как обычно варят Жигули. Варят Жигули обычно заплатками, платками. Если я буду переваривать весь этот багажник, то мне кажется, что я за целую зиму тут не только подохну с мороза, но и ничего особо не сделаю. Вот смотрите, то есть коррозия, вот эти очаги зачистить, посмотреть, где есть. Вот это выбить можно. Но основная проблема это вот. У нас творится за аккумулятором. За аккумулятором у нас
такая большая дыра, что оттуда вываливается все, что я туда ложу. И еще вопрос в том, тут находится бензобак, и нужно очень быть аккуратным, не прогревать металл для того, чтобы не было воспламенения бензобака. Притом, конечно, там дальше находится топливная трубка именно с бензином, но тем не менее все равно надо быть очень аккуратным. Вот видите, насколько прогнило все, и это почему? Это потому, что я когда-то пару лет тому назад сделал очень качественный ремонт монтажной пеной, все это запенил. А если вы знаете, пена не только очень сильно горючая, то есть она очень легко воспламеняема, то есть ее надо очищать, но и более того, она очень хорошо аккумулирует влагу, что дает возможность этому больше выгнивать. Поэтому если же вы поставите своей целью побыстрее убить вашу машину и сгноить ее, то я думаю, что монтажная пена это лучше, что вы можете придумать. Я думаю, что надо снять задний бампер для того, чтобы оценить ситуацию точно, чтобы не было никаких проблем, точно подлезть везде, зачистить хорошо и так далее. Делаю это все первый раз, в холод, в голод. Из еды единственное, мне хватило купить себе немножко китикета, поэтому в принципе голодным я не останусь, так что погнали дальше. Ребята, я считаю, что неоценимым, конечно, плюсом Мерседеса является то, что можно прямо вот так вот через текстуры достать вот до заднего бампера, видите? Все, вот так вот, блядь, пробить себе дорогу в жизнь, так сказать. Тут уже пробито, осталось тут, вот за этой штукой, если ее поднять, там дыра сплошная, и поэтому выхлопные газы от прогоревшей трубы, они заполняют полностью багажник. И я думал, в чем проблема? То, что у меня, когда открываешь окно водительское, у меня воняет газом. Я думал, что и с улицы тянет, а нет, оно сквозняком затягивает из багажника выхлопные газы в салон. У меня клиенты, которые со мной ездят, они просто вешаются. Они говорят, дайте нам воздухом подышать, а в итоге дышат выхлопными газами. Пиздец. Ебануться. Блять, что тут происходит? Ёбаный в рот. Вот к чему приводит пена буквально 2 года. Ребята, буквально 2 года. Но, видимо, эта машина получала в эту часть. Это понятно и по фаре не родной, который тут стоит. Но, тем не менее, ребята. Пена, сила. То, что тут можно не только санкционную продукцию, но еще и какой-нибудь кабана засунуть под этот бампер. Образовалась дополнительная полость. Это, конечно, понятно. Но вот смотрите, если вы обратите внимание, вот эта часть багажника вылеплена из шпаклевки. Вот обратите внимание, белая вот эта. Сейчас начал отбивать. Вот эта шпаклевка. Вот что она тут делает? Вопрос достаточно риторический. Это насколько перекупское сообщество было сильно в то время, если они вот эту ржавь вылепливали из шпаклевки. Я просто, ребята, в шоке. Тут все сгнило, все прогнило. Вот, это все, конец ему. Вот, лохмотья. Это все просто отбивается, прямо отламывается. Все, там уже земля. Там уже не космос, там уже земля. Вот выхлопная труба, видите? Вот она. Вот нашел бабочку. Видимо, она еще помнит те времена, когда Мерседес был еще новый. Возможно, приехала где-то из Германии. Хорошо тебе жилось, но, к сожалению, недолго.
Пизда. В общем, я, чуваки, заварил хотя бы так, чтобы можно было поставить аккумулятор и уехать отсюда. Без бампера, без ничего. Но, конечно, сварочный аппарат, что загорелся, это круто. Всему виной вот эта херня, которая сюда одевается. Она попала, короче, под бобину. Бобина нагрелась. И все, и произошла такая неприятнейшая ситуация. Так, все, как-то заварил. Ставим аккумулятор и валим. Ну что, уже поздно. Целый день потратил на это. Завтра будем доделывать. Ну, для вас заканчивается эта серия, а для меня только начинается. Увидимся в следующей серии. Если вам понравилось, ставьте лайк. Как видите, как-то худо-бедно, но получается. Так что я думаю, что вы тоже сможете.